прошлом видео мы рассмотрели производительность Xiaomi Mi A3 и сравнили его с Mi A1. Результаты, кстати, получились неоднозначные. Если не видели это видео, то ссылочка на него будет в описании. И в том видео я обещал большой обзор камеры Xiaomi Mi A3. И этот момент, собственно, настал. План видео такой. Для начала мы быстренько пройдемся по интерфейсу родного приложения камеры в Xiaomi Mi A3. Там есть достаточно интересные функции. Потом расскажу про Google камеру, где ее взять и как она работает на Mi A3. А дальше начнем детальное сравнение камеры Mi A3 против Mi A1, на которой я сейчас себя, кстати, и снимаю, и против Google Pixel 2 XL. Большая ли между ними разница и в каких моментах текущие среднебюджетные телефоны могут быть не хуже прошлогодних флагманов. Ну что ж, теперь переходим к прямому сравнению камеры Xiaomi Mi A3 против Mi A1 и Google Pixel 2 XL. Поехали! Начнем с главного экрана в родном приложении камера. Снизу нас встречают три переключателя. Это обычный режим, слева переход на широкий угол 0.6х и справа приближение 2х. Это, кстати, обычный цифровой зум, а не оптический, потому что третья камера в телефоне, помимо основного 48-мегапиксельного модуля и 8-мегапиксельного широкого угла, здесь обычная 2-мегапиксельная для помощи в создании портретных снимков. Сверху есть индикатор AI камер, который якобы умеет определять 27 сцен, но каких именно я нигде не нашел. И, кстати, все фотографии в дальнейшем будут без этого AI режима. В расширенном меню есть быстрая смена формата кадра, например 9 к 16, 1 к 2, квадрат и основной 3 к 4. Также есть смена на полное разрешение кадра на 48 мегапикселей, потому что в обычном режиме фотографии делаются как 12 мегапикселей. Разница между ними в том, что с 48 мегапикселями можно делать намного глубокий кроп по сравнению с 12 мегапикселями, но зато такие фотки весят от 15 до 25 мегабайт. В настройках основного режима из интересного это исправление широкоугольных искажений и регулирование зеркальности фотографий во фронтальной камере. Для многих, насколько я знаю, это важно. В режиме видео можно снимать как на основной модуль, так и на широкий. Причем при съемке видео в этом формате можно регулировать экспозицию по касанию, что несомненно удобно. Видео, кстати, снимается с применением электронной стабилизации. Есть два режима: ускоренная съемка и замедленная. А в настройках можно выбрать разрешение для основного модуля. Есть поддержка Full HD 60 кадров в секунду и 4К 30 кадров в секунду. Формат получаемого видео это H264 или H265. В этом формате файлы получаются меньшего размера, но могут быть проблемы с совместимостью в приложениях. Замедленная съемка вплоть до 240 кадров в секунду в разрешении HD, а режим ускорения можно отрегулировать как душе угодно. Я вообще офигел от такого количества, реально впечатляет. В режиме видеоклип видео снимаются по 15 секунд для истории в том же Instagram. В портретном режиме, во-первых, показывается эффект глубины в реальном времени, так что и отрегулировать можно от диафрагмы f1.0 до f16. Чем меньше значение, тем больше размытие и, соответственно, наоборот. Портреты также можно делать и на фронтальную камеру. Также есть режим ночь. Фотографии делаются с условно большой выдержкой и потом дорабатываются с помощью алгоритмов. Результаты покажу далее. Панорама самая обычная. Из минусов делать можно только слева направо, а также нет поддержки горизонтального режима, что печально. И последний режим это профи. Здесь можно вручную регулировать баланс белого, фокус, выдержку, ISO и выбрать объектив. А также поддерживается 48 мегапикселей. В целом родное приложение камеры на Mi A3 классное. Из минусов не очень удобное переключение между объективами. Слишком маленькие точки я часто промахивался. А также само приложение камеры работает слишком медленно. Во-первых, долго запускается, а во-вторых, фотографии делаются с задержкой в 1,5-2 секунды. Быстро достать телефон и сфотографировать не получится. Во всем остальном классно, Xiaomi реально молодцы. Но как вы уже поняли, прямо из коробки можно установить Google камеру. В видео с распаковкой я сказал, что работает так себе, лагает и фронтальная не работала. Однако мод от P3 сюда встал просто замечательно. Камера открывается и делает фотографии быстро. Есть куча всевозможных настроек, все основные режимы работают. Я был очень рад, когда я ее установил, потому что все моды от других разработчиков работали плохо. Из минусов: нельзя делать фото с движением, поганит панораму, это я покажу далее, и не работает замедленная съемка, а все остальное работает просто отлично. Этот мод с настройками я оставлю у себя в телеграм-канале. Переходите, качайте, подписывайтесь. А также все фото из обзора и не только, если хотите рассмотреть детальнее, вы сможете найти в альбомах Google Фото. Ссылки, как обычно, в описании. Начнем с дневных фотографий на родное приложение и Google камеры. Здесь на самом деле мало что можно сказать, потому что по цветам, детализации и общему качеству фотографий с родного приложения Google камера вообще практически нет разницы. Что немного удивляет, обычно разница существенная.
Из такого, что бросается на глаз, это то, что Google камера делает фотографии более контрастными, но прям чуть-чуть. Тем не менее, мне так нравится больше. Черный цвет таким образом глубже, и разница между светлым и темным более выразительнее. Из особенностей родного приложения оно не умеет слишком сильно менять экспозицию при фокусе на очень яркие объекты. Приходится ее опускать ручками, если мы хотим добиться такого эффекта. Примерно такой же расклад и на вечерних фотографиях в родном приложении и Google камера. По деталям разницы нет, основное различие в контрастности. И если днем, как по мне, это играет в лучшую сторону для Google камеры, то вот вечером уже не всегда. Объясню почему. Когда делаешь фокус на яркие объекты, то все вокруг становится слишком темным и приходится вручную поднимать экспозицию, чтобы кадр не казался слишком темным. В то же время родное приложение старается осветлить картинку и не сделать так, чтобы черное было слишком черным, а светлое слишком светлым. Таким образом кадр получается более гармоничным. Но если вам так не нравится, то можно в любое время в редакторе подкрутить контрастность плюс тени, и тогда получится то же самое, что и на Google камера. Я считаю, что лучше уж так, потому что светлый снимок всегда легче затемнить, чем осветлить темную фотографию. А вот что касается зума, то тут Google камера в сухую делает родное приложение. Как я понимаю, в моем моде использовалась технология Super Res Zoom, которая появилась на Pixel 3, и она реально круто работает. Во-первых, если мы делаем двойное приближение на родном приложении и в Google камера, то последнее приближает значительно сильнее. Лично для меня это было удобнее, чем небольшое приближение в родном приложении. А во-вторых, посмотрите на детали. Более кропнутая фотография в Google камера намного четче, нежели чем в недоделанном зуме в родном приложении. Особенно это хорошо видно в условиях недостаточного освещения, где Google камера просто рвет своего оппонента. Макрофотографии по качеству никак не отличаются между собой, разница, как обычно, в контрастности. Как я уже говорил, днем мне больше нравятся контрастные снимки. А теперь давайте сравним, как снимается видео. Снимаем видео на Xiaomi Mi 1 и на Mi A3. Оба в Google камере. Если сравнивать качество на Mi A3 Google камера и стоковая камера, то качество там практически не отличается. Единственный плюс стоковой камеры, то что она умеет снимать Full HD 60 кадров в секунду. Гугловская такой не умеет. Ну и вот так можете заметить по цветам Mi 1 и Mi A3. Конечно, Mi A3 выглядит намного лучше, более сочнее. В Mi 1 присутствует как будто бы какая-то дымка. Давайте приближимся, посмотрим на стабилизацию. Опс, ну и быстренько заценим автофокус. Опс. Mi 3, конечно, это практически мгновенно. На Mi 1 долго все происходит. Небольшое сравнение того, как снимает Mi 3 и Mi 1 в условиях недостаточной освещенности. Но мне кажется, здесь комментарии излишние. Просто посмотрите, какой у меня дроп фреймрейта на Mi 1. Вообще нифига не. Кадры теряются, как будто бы я снимаю, знаете, 5 кадров в секунду. Но вот сейчас вышел на свет, может быть, станет получше. Не знаю, но как-то так. А теперь давайте посмотрим на ночной режим. На самом деле я был крайне удивлен, как он работает в родном приложении на Mi A3. Если есть хотя бы какое-то освещение, то ночной режим в родном приложении может снимать ничуть не хуже Night Sight. По крайней мере, кадр становится таким же ярким, однако происходит перешар, где-то это выглядит неплохо, а где-то наоборот не очень, как повезет. Однако, что касается условий, где света прям совсем мало, то там Night Sight, конечно же, вне конкуренции. Все-таки это очень серьезная технология. Если сравнить, как работает Night Sight на Pixel и на Mi A3, то в легких условиях результат будет более-менее равен. Но вот в очень сложных, то там Pixel будет лучше из-за оптической стабилизации и более светосильной оптики. Что касается панорамных фото, то тут Google камера снимает не особо круто, даже на Pixel, поэтому лучше использовать родное приложение. А в данном случае на Mi A3 Google камера так еще и с багом, и панорама выходит испорченная. Фронтальные фотографии на Mi A3 как в родном приложении, так и в Google камера получаются просто отличными. В данном случае 32-мегапиксельный модуль даже круче, чем 8 мегапикселей на Pixel, надеюсь, вы поняли. Фотографии получаются чуть детальнее. Все-таки не зря Xiaomi позиционирует не конкретно Mi A3, а его китайский аналог Mi 9CC в Китае как молодежный для селфи-фотографий. Если сравнивать фотографии в условиях недостаточного освещения на Mi A3, Google камера и Pixel 2 XL, то где-то Mi A3 снимает незначительно лучше Pixel 2, а где-то Pixel снимает лучше. Но в общем и целом по качеству фотографий уровень приблизительно схож. Однако, когда ты снимаешь такие фотографии, то Pixel не лагает, телефон ведет себя так же, как и днем. Картинка плавная и задержки при съемке нет. А вот из-за того, что Mi A3 все-таки среднячок и процессор слабее, то когда света не хватает, камера начинает чуть подлагивать и фотографии делаются дольше, чем обычно. В этом и есть на сегодня принципиальная разница между флагманами и более дешевыми смартфонами. На флагманах пользовательский опыт всегда будет оставаться на высоком уровне, а на средняках он будет варьироваться от нормального к более слабому. А вот разница между портретами на родную камеру и Google достаточно существенная. Первое, как я уже говорил, можно регулировать размытие в родном приложении от сильного к небольшому
по-большому в реальном времени. А на Google камера это можно сделать только в постобработке в Google Фото. И конечно же в Google камера происходит кроп при портретной съемке. В родном приложении такого нет. Я бы сказал, что когда кропа нет, это все-таки удобнее. Если нужно сделать фотографию более крупнее, то ты просто подходишь ближе. А в случае с Google камерой нужно отойти наоборот дальше. А это не всегда получается. Плюс на далеком расстоянии портрет может не случиться. А в родном приложении мы точно знаем, будет ли размытие на заднем фоне или нет. И я на самом деле крайне удивлен тем, как родное приложение вырезает объект. Реально, даже волосы на голове вырезает очень неплохо. В чем существенный плюс родного приложения в портретной съемке? Это то, что, во-первых, портрет работает на обычных предметах, а во-вторых, можно делать портреты на животных. В сторонних модах Google камера не на пиксель, портреты на животных и предметах не работают. Пока что эту проблему сторонние разработчики не могут решить. А теперь быстренько сравним Pixel 2 XL и Mi A3. Обратите внимание на цвета. Вот то, что сейчас я вижу на экране, на Mi A3 мне нравится больше. На Pixel 2 XL цвета какие-то, знаете, слишком приглушенные. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. Но вот так вот сравним экспозицию. Здесь все достаточно на равных. Ну, естественно, можете сравнить еще, как работают микрофоны. А вот так вот у нас выглядит видео в достаточно поздние сумерки, и на телефоне кажется, что светло, но в реальности, темно. Если бы не светили фонари, то вообще было бы ничего не видно. Кстати, обратите внимание, что на Pixel у нас картинка кропнута, в то время как на Mi A3 Google камера, она в полном разрешении. Почему так? Не знаю, но, видимо, специалисты Google решили, что так лучше в родной камере на Google Pixel. И вот сейчас, кстати, обратите внимание, как много шумов на Pixel. Не знаю, конечно, может быть, постобработки их не будет видно, но сейчас на экране я их вижу очень много. Но на Mi A3 кто-то скажет, что там, конечно же, HD плюс разрешение, я просто ничего не вижу. Но я просто комментирую то, что вижу сам. И вот как-то так. Ну и, конечно же, то, чего нет ни на Mi A1, ни на Pixel 2 XL, и то, чего не сможет дать ни один мод Google камера, это полноценные фото и видео на широкий модуль камеры. Конечно же, это огромный бонус для мобильной фотографии. Не обязательно использовать этот модуль каждый раз, но иногда объект не помещается на обычном модуле или сцена слишком масштабная. То тут широкий модуль работает как нельзя хорошо, и это очень круто, что он есть на Mi A3. Давайте посмотрим, как у нас снимает видео широкий угол днем, потому что вечером я снимал, вот осталось днем показать. 3, 2, 1, бум! И это у нас широкий угол. Посмотрите, как много теперь у нас видно. Давайте сейчас мы спустимся. Бумс, 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 бумс. Так, машины не едут. Ну, в общем-то, картинка преображается при широком угле, и видео, по крайней мере, смотрится интересно, но естественно, что у нас теряются детали, нельзя делать фокус, но, опять же, этот формат видео у нас используется чисто для показания масштаба, а не для какой-то там детальной съемки. Снимаю на стоковую камеру вечером, но вы сами видите. Итак, запомните как выглядит картинка. 3, 2, 1. Бум! И это у нас wide angle camera in low light conditions. Но вот как-то так нифига не видно, но зато широкий угол. Естественно, днем это выглядит эффектно, но ночью она просто бесполезна. Какие я могу сделать выводы? Xiaomi Mi A3 это отличный телефон для мобильной фотографии. Родное приложение снимает крайне неплохо, и единственная претензия к нему это скорость работы. Я очень надеюсь, что это исправят в будущих обновлениях, потому что Google камера работает заметно быстрее. И тот факт, что ее можно поставить в 2 клика и делать качественные фотографии, которые будут не хуже флагманских, это очень круто. Сейчас можно спокойно купить телефон за 13-15 тысяч рублей, отправляться с ним в путешествие и вообще не брать никакую зеркалку. Те же самые 2 года назад такое вообще было сложно представить. И такое возможно только из-за того, что на рынке смартфонов есть огромнейшая конкуренция, а конкуренция это всегда прогресс. И выгоду из этого прогресса получаем с вами мы, потребители. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте про все ссылочки в описании. Желаю всем отличных фотографий, удачи и пока.